Добрый день из Тосканы. Мы с вами находимся возле виллы семьи Медичи. Приглашаю сегодня прогуляться вас по вилле и по ее саду, а также заехать в известный винодельчинский городок Карминьяно. Дорогие друзья, не устану благодарить вас за ваши приятные и теплые комментарии. Я очень рада, что видео вам нравится и что они находят своего зрителя. Приятного просмотра и до встречи в комментариях. Эта вилла находится в 20 километрах от Флоренции и 10 километрах от Прато. Это одна из немногих вилл Медичи, вход в которую свободный по предварительной записи. Кроме того, это не туристическое место, и здесь можно по-настоящему отдохнуть и погулять в тишине и спокойствии. И как поют птицы. Вилла была построена для Лоренцо Великолепного в 1479 году, и это первая загородная резиденция, архитектура которой ничем не напоминает замок. Своим рассветом во времена Средневековья городок Поджо-Акаяно был обязан выгодному торговому положению на речном пути Флоренция, Пиза, Ливорно. Главной достопримечательностью виллы являются фрески Понтормо. Необычно по форме и содержанию его фреска времена года. После семьи Медичи у виллы было несколько владельцев. Последним был король Виктор Иммануил II, который и передал ее в 1919 году государству. Это была летняя резиденция семьи Медичи, правителей Флоренции. Здесь отдыхали, праздновали свадьбы и роскошно принимали гостей. И именно тогда вошли в моду загородные резиденции. Стиль виллы – отход от средневековых традиций в пользу гармонии с природой. Это была первая постройка подобного плана, и спустя несколько лет все знатные семьи Италии захотят владеть таким имением. Вилла построена в живописной местности на вершине холма, и городок Поджо-Акаяно начал застраиваться уже после виллы. Особенно мне понравилась бильярдная комната со старинными лампами над столами и расписанным потолком, который выглядит как живой сад. В этом зале действительно ощущается идея единения с природой, выглядит очень красиво. Эта вилла надолго стала образцом для подражания у европейских архитекторов. Театр здесь появился при Маргарите Луизе Орлеанской, жене Козима III. Здесь симметричное расположение помещений, цилиндрический свод, отсутствие нарочитой роскоши. Считалось, что лаконичное сочетание здания с пейзажем и есть его главное украшение. Я второй раз на вилле, первый я была с гидом, а сегодня посетителей было совсем мало, всего несколько итальянцев. И хочу сказать, что в пустых салонах виллы абсолютно точно ощущается эпоха, настоящий эффект присутствия в тех временах. И можно по-разному относиться к этой помпезности, роскоши, невероятной высоты потолка. Я отношусь к этому как к части истории и возможности сравнить и понять, как все изменилось. И очень нравится мне рассматривать такие предметы, как мебель, часы, подсвечники, вазы, посуду того времени. Удивительно, что сегодня есть такая возможность и по-настоящему поражают люди-ремесленники тех времен. Чтобы посетить виллу, нужно предварительно записаться по телефону, вход абсолютно бесплатный. 1 часа будет достаточно. Ну какая же красивая эта люстра в виде зонта. Моя экскурсия завершается на 2 этаже, где затем, спустившись по большим и помпезным лестницам, можно погулять по саду. Вот эти мелкие розы, ну какие они здесь ароматные.
Смотрите, какое здесь дерево, какой ствол у него. Оно очень высокое, оно выше виллы. Таблички возле него никакой нет. Очень красивое и очень высокое. Это кусты из самшита. Здесь достаточно большая территория, не сильно, но где погулять есть. Все подстрижено здесь, ухожено. Вилла сейчас принадлежит государству. Винодельческая зона Карминьяно, расположенная в провинции Прато к западу от Флоренции, считается одной из старейших в Европе. Например, эта рокка на ее территории – постройка XII века. Меня спрашивали, есть ли свет, отопление в этих деревушках. Есть все, и асфальтированные дороги, и газ, и свет, и магазины. И многие, кто сейчас приезжает в Тоскану не первый раз, не хотят туристических маршрутов в больших городах, а предпочитают агритуризм, который и зародился в Италии. Останавливаются вот в таких маленьких деревушках, где можно попробовать локальную еду и проникнуться колоритом страны. Такой роскошный куст розы, и такие они крупные. И вот тоже чей-то небольшой дворик, какой ухоженный. Оливковые деревья, трава покошена. Я близко подъехала к виноградникам. Они все в частной собственности, но есть места, где вот так близко можно подойти к ним. Они сейчас обрезаны, подготовлены к новому сезону и начинают развиваться листики. Плодов пока еще нет. Вот это все виноградные поля здесь. В Тоскане сейчас популярны рестораны в виноградниках. Особенно там красиво на закате. В моем округе они тоже есть. Одна зрительница меня спросила, пользуются ли итальянки духами и какими, а также что есть в моей коллекции. Возможно, я вас удивлю, но по моим наблюдениям итальянкам особо не нравятся ароматы. Нишу я здесь слышу редко. Возможно, у кого-то другое мнение. Поделитесь, пожалуйста, им в комментариях. Буквально вчера я была на опере в театре, специально прислушивалась и практически ничего не услышала. Вы знаете, в Италии я и сама перестала пользоваться духами, стала к ним спокойнее. Мне, видимо, здесь настолько всего хватает и настроения, и ароматов естественных, особенно весной, что я не ощущаю здесь потребности в парфюмах. Возможно, точно так же и итальянки. Это вся моя скромная коллекция, и в большей степени она связана с приятными воспоминаниями. Был период, когда мне нравились ароматы Comme des Garçons. Кто знаком с этой маркой, знает, что ароматы у них уникальные, ни на что не похожие. По мнению марки, так пахнет золото. Здесь куркума, кориандр, герань, ладан, пачули и амбра. Этот аромат Прада я купила в свою первую поездку в Италию. Он древесный, мускусный. Здесь ирис, мандарин, белый кедр. Этот аромат Монталь мне подарил мой лучший друг. Пользуюсь, заканчивается. Здесь ваниль, роза, кофе, белый мускус и амбра.
Этот флакончик я купила, когда была в путешествии по Франции. Я там была в период цветения мимозы, и в деревушке С был парфюмерный. Я спросила, есть ли аромат мимозы, и он там оказался. И теперь этот парфюм ассоциируется у меня с Францией в феврале. Эти духи Кико я купила 1 января в городе Сиена. Я зашла посмотреть косметику, а там было два аромата из новогодней коллекции. Один в серебряном, а другой в золотом флаконе. Он сразу мне понравился и стоил 30 евро. У него интересный состав, он древесный. Здесь сладкий миндаль, сахарный тростник, апельсин, лесной орех, кедр, амбра и гвояковое дерево. Такая моя небольшая коллекция. И как вы знаете, я коллекционирую книги об искусстве и моде. И если вам интересно, я покажу свои любимые экземпляры из коллекции. Volevo una zalea. Rossa. Начался сезон спаржи, и сегодня я хочу приготовить лазанью со спаржей. Вы знаете, и спаржа мне понравилась только здесь. Особенно мне нравится отварная и затем в панировке обжаренная. Выходит очень вкусно, мне нравится просто легко и вкусно. А для лазаньи нам понадобятся листы. Я беру такие уже мягкие, свежая паста. Моцарелла, вот такая твердая. Тертый сыр пармезан. А для бешамеля, бешамель готовится просто: молоко, мука, мускатный орех, сливочное масло и соль. Спаржу я выбираю тоненькую, молодую. Пробовала я здесь и дикую, она прям совсем очень тоненькая и тоже вкусная. Я хорошо мою спаржу и отрезаю нижнюю твердую часть. Моцареллу для лазаньи я покупаю вот такую, называется для пиццы. Нарезаю спаржу на вот такие кусочки. В подсоленной воде варю спаржу 5 минут. 400 грамм моцареллы я измельчаю в блендере. Вот такую моцареллу покупаю. 2-3 минуты обжариваю спаржу на сковородке. На этапе поджарки спаржи подсаливаю ее. Начинаю готовить бешамель. Растворяю сливочное масло на сковородке. Когда масло полностью растворится, добавляю муки 100 грамм. После того, как соединилась мука и масло, добавляю 1 литр молока. Добавляю соль, мускатный орех, и теперь важно все время быстро помешивать для того, чтобы соус загустел и не образовались комочки. Вот такой получился бешамель. Важно все время помешивать для того, чтобы соус не подгорел. Начинаю собирать слои. Первый слой кладу бешамель и затем лист пасты. Сверху пасты снова кладу бешамель. Теперь кладу слой спаржи, моцареллы, тертого пармезана, накрываю пастой и так несколько слоев. Сверху хорошо посыпаю моцареллой, тертым пармезаном и в духовку 180 градусов на 30 минут. У меня получилось 6 таких порций, а себестоимость всего блюда составила 10 евро. Дорогие друзья, как всегда, благодарю вас за просмотр этого видео. Я надеюсь, что оно было вам интересно и полезно. До встречи в следующем видео из Италии.